Когда я вырасту, я хочу стать стюардессой. Как часто вы это слышали от детей? Мальчики в детстве хотят стать пилотами, а девочки стюардессами. И эта профессия окутана некой мистикой и романтикой, и очень многие стремятся попасть в небо с самого детства. Так вот, это был не мой случай. Я никогда не хотела стать стюардессой и особо не задумывалась даже об этой профессии, но я всегда мечтала путешествовать. И раньше возможностей как таковых и не было, но какие-то там маленькие поездки в соседний город, либо же школьные экскурсии у меня вызывали дикий восторг. Поэтому, когда пришло время выбирать специальность в университете, я не послушала родителей по поводу юриста, преподавателя и так далее. И я выбрала менеджмент туриндустрии. Со временем, когда на 4 курсе я уже писала свою дипломную работу и проходила стажировку в турфирме, я немного разочаровалась, когда я все это увидела изнутри. Мне казалась эта работа слишком рутинной, и мне не хватало какого-то живого общения с людьми. Хотя изначально, конечно, я все это представляла по-другому. Какие-то рекламники в Шарм или в Анталию у меня просто вызывали сумасшедшие эмоции. Я думала, вау, это так круто, поехать, отдохнуть на пляже. Хотя, конечно, это работа, но неделька в Египте никому не помешает, когда у тебя финансы поют романсы, естественно. Так вот, таким образом я решила, что мне отельная сфера ближе, и когда я уже училась на магистратуре, я всерьез задумалась о поиске постоянной работы, и я поставила себе за цель попасть в 5-звездочный отель. Это было не так уж и легко, но спустя несколько месяцев поисков, без опыта работы, меня взяли в отель, и это было просто вау, я была в восторге от всего, вот и мое живое общение с людьми, и рутины нет, и мне очень нравился график посменный, например, первая половина дня у тебя свободна, и ты работаешь до вечера, до ночи. Либо же в случае с ночными сменами у тебя целый день свободен. На тот момент меня ночные смены абсолютно не пугали, потом, конечно, все немного поменялось. И уже начав общаться со своими коллегами, я поняла, что много у кого из них есть опыт работы за границей, и на то время в Украине лет 10 назад это было просто вау, если у тебя в резюме есть опыт работы за границей от 1 года, и я себе поставила следующую цель – поехать работать за границу. Конечно же, самым легким способом это было найти работу в своей сфере, и поискав информацию, я узнала, что можно поехать по программе от нашего университета, они помогают в оформлении бумаг. В скором времени я уже подала заявку на Грецию, прошла интервью, и вот с Грецией все и началось. Я всегда прислушивалась к разным историям и опыту других коллег, чтобы почерпнуть какие-то идеи для себя. И как-то раз моя коллега-гречанка заговорила о том, что она собирается менять профессию. И я стала очень внимательно слушать, и, к моему удивлению, она заговорила за карьеру стюардессы Emirates. На тот момент об Emirates я практически ничего не знала, как и о работе стюардессы в целом, поэтому я стала искать информацию, чтобы узнать, что это за работа и с чем ее едят. Первым моим шагом было ознакомиться с минимальными требованиями компании, и я думаю, об этом стоит снять отдельное видео, потому что если вы не подходите по росту, либо же по возрасту, то вам карьера в Emirates не светит. Насчет других компаний, там есть разные правила, но я сейчас конкретно говорю за Emirates. Я поняла, что я по минимальным требованиям подхожу, и следующим моим шагом был поиск информации конкретно о жизни, о лайфстайле стюардессы, скажем так. Я уже на тот момент знала, что это будут ночные рейсы, то бишь ночные смены. И я стала смотреть видео девочек на YouTube, чтобы понять, насколько это сложно, насколько это реалистично совмещать свою работу и свою жизнь. И наслушавшись и начитавшись этого всего, я поняла, что я хочу себе поставить за цель сделать все, что я могу, чтобы получить эту работу. На тот момент мне еще оставался семестр магистратуры, и, конечно, до этого я не могла никуда рыпнуться, поэтому по приезду в Украину я нашла работу в отеле и отложила эту идею немножечко в долгий ящик, но где-то начиная с ноября или декабря я стала очень активно мониторить официальный сайт Emirates, чтобы понять, когда они в следующий раз приедут в Киев на набор. И вот оно чудо! Они объявили набор 13-14 февраля.
и я подала заявку. И тут я жестко лоханулась. Поскольку я подала заявку на официальном сайте, я не ожидала какого-то молниеносного ответа, конечно, и тянулись дни, недели, мне кажется, прошло недели 3, прежде чем я зашла на сайт, и, насколько я помню, там было мелким шрифтом написано, что в Киеве рекрутинг проводится через посредников, потому что на сайте Emirates есть Open Days и есть Assessment Days, и в Киеве проводится именно Assessment Day. Это когда агентства-посредники отбирают кандидатов до основного интервью. Я быстренько нашла, кто у нас является посредником в Киеве, подала заявку, и буквально через 2 дня меня уже позвали на интервью. Интервью с ними было максимально легкое, они меня спросили очень базовые вещи, вроде как за татуировки, за опыт работы. Мы поговорили по-английски буквально 2 минуты. И мне кажется, они мне ответили прямо в этот же день с официальным приглашением на основное интервью. При подготовке уже к основному интервью моим первым этапом было сделать фотографии. Emirates требует фотографий в деловом стиле и в повседневном. И если с повседневными фотографиями все намного проще, вам просто нужно одеть джинсы, футболку, взять друга, выйти на улицу и сфоткать себя в полный рост, и чтобы сделали фотографию портретом. С деловыми же фотографиями все посложнее. И тут-то я лоханулась 2-й раз. Я пошла в фотостудию, заплатила фотографу, договорилась, чтобы он мне зафотошопил белый фон, все как надо, по стандартам. Но я не знала, как стоять на фотографии. Я, конечно же, стала красивенько, полуоборотом, все знают свою рабочую сторону. И еще был момент такой, что у меня юбка не закрывала колени, а это прям no-no для Emirates. Они хотят консервативную одежду, никаких открытых локтей или колен. И мне, конечно же, пришлось переделывать фотографии. Я пошла в одну из самых лучших фотостудий Киева по отзывам, сделала все как надо, руки по швам, стояла как солдат, портретная фотка, красные губы, давила лыбу. И я хочу сказать, что не надо было, наверное, тратиться на такую дорогую фотостудию, потому что в итоге фотки получились очень ложовые, они были какие-то размытые, но времени переделать это у меня уже особо не было, и я на свой страх и риск пошла с этими фотографиями, и, о, ура! Они апрувнули эти фотографии, они их приняли, поэтому мне не надо было переделывать 3-й раз, все, слава богу. Касательно делового костюма, я нашла платье, мне с моим ростом было немного проблематично найти юбку, которая закрывает колени, и я нашла платье в деловом стиле, единственное, что там был не белый верх, а светло-розовый. Я уж подумала, ну если меня уже захотят взять, то оттенок моей кофты, моего платья там уже никак не помешает, поскольку на мне был черный пиджак, юбка была черная, я следовала всем требованиям касательно дресс-кода. Также мне надо было подготовить свое резюме, и я думаю, опять же таки тут стоит снять отдельное видео, потому что я над своим резюме сидела 3 дня. 3 дня, Карл. Я просто писала его 2 дня, и потом на следующий день я проснулась, мне что-то не понравилось, я заново стала все переделывать, и это не так уж легко, как кажется, потому что резюме не должно занимать 3-5 страниц, это не ваша курсовая работа, и рекрутеры на резюме практически не смотрят, поэтому надо вместить всю самую главную информацию на 1-й странице, а лучше поместить вообще все резюме на 1 страницу. И вот настал этот день, я еду на интервью. Все это дело проходило 14 февраля, и мой визави ждал меня под отелем с 3 часов дня до 10 вечера, потому что у меня была свиданка, и официально все должно было закончиться в 6 вечера, но закончилось в 10, и день был очень-очень долгий. Я встала в 4 утра, на тот момент я еще жила за городом, это была киевская зима, поэтому, конечно же, я была в сапогах, в шубах, благо все проходило в отеле, и там можно было спокойно переобуться, оставить все свои гнытники. Там была гардеробная, туалет с нормальным зеркалом, чтобы можно было подправить макияж. Конечно же, когда я ехала на собеседование, я поправила прическу еще 1000 раз, потому что на тот момент у меня было а-ля удлиненное каре,
и все волосы из пучка выпадали. Помада у меня была, кстати, не матовая, а глянцевая, и, как я уже потом поняла по фоткам, я полинтервью проходила с красными зубами. Я надеюсь, сейчас у меня зубы-то не красные. Ну, в общем, лажи было достаточно. На первом этапе я вообще думала, что я не прошла, потому что когда мы начали заходить в комнату, в конференц-зал, нам раздавали номерки. То есть у нас вместо бейджика был номерок. И первым этапом был CV-дроп. Вы подходите к рекрутеру, отдаете свое резюме и возвращаетесь на свое место. И я поняла, что рекрутеры сканируют просто все, как вы к ним подходите, как вы с ними здороваетесь, причем что разговор с рекрутером занимал, секунды 2, наверное, как вы уходите, и я увидела, что они делают какие-то пометки на резюме и откладывают их на разные стопки, в 2 стопки. Первый этап был закончен, мы ждали где-то час, и спустя час они вышли из комнаты и наклеили списки на стену, где маркером были выделены номера тех, кто прошел. И когда я первый раз подошла к списку, я почему-то была уверена, что у меня 143 номер, и я увидела, что 143 номер не выделен, а потом я просто поняла, что, а имя-то не мое. И я посмотрела ниже, что у меня был 145 номер. Наверное, на нервах, конечно, я очень переживала. Такие вещи выпадают из внимания, совсем забыла свой номер. Но сам факт, что первый этап я прошла. Следующим этапом было первое групповое занятие или упражнение. Нас всех посадили в большой круг. Разбили на группки по 4. Мое имя было в конце, поэтому я была еще с 2 девочками, то бишь нас было 3, и нам выдали 2 карточки. Предмет и профессию. И надо было на английском обсудить, как этот предмет можно применить в данной профессии. Обсуждение должно было быть на английском. 2 девочки постоянно пытались говорить на русском. Это все было очень сложно с ними обсуждать, и в конечном итоге мы решили, что я презентую все, потому что они не хотели говорить просто по-английски, они отказывались, не знаю. Наверное, рекрутеры все это заметили, потому что они ходили по кругу и слушали, и в итоге они показали пальцем на меня. Я стала с этой карточкой, и говорила я вроде бы уверенно, но внутри я вся дрожала, и у меня эта карточка с предметом дрожала вот так. Я видела, как улыбаются рекрутеры, видя всю эту картину, но в итоге я прошла дальше, несмотря на то, что я откровенно стрессировала, и я думала, что из-за этого меня не пропустят дальше. Следующим упражнением была сложная ситуация, решение, которое надо найти всей группой. Нас было 15 человек в кругу. Нам дали определенное время на обсуждение. И да, это было очень сложно, потому что у всех разное мнение, но в итоге нам надо принять решение коллективно. Чем больше я проходила этапов, тем больше у меня прибавлялось уверенности в себе. И когда дело уже дошло до английского теста, это следующий этап. Я уже считала, что у меня работа в кармане, хотя после английского теста еще есть final interview. Английский тест был несложный для меня лично, но я хорошо знаю грамматику, у меня хороший разговорный английский. Кому-то он показался очень сложным, поэтому тут уже все зависит от вашего уровня английского. Также они просили задекларировать татуировки и шрамы, проверили рост и вашу способность дотянуться до отметки в 212 сантиметров. После теста нам где-то через час объявили результаты. К концу дня я была очень уставшая, но я была очень рада и горда собой, что я прошла все этапы. Я записалась на финальное интервью, пошла домой, выдохнула и стала думать, как мне готовиться к финальному интервью. На самом-то деле к таким вещам тяжело подготовиться. Касательно интервью в Emirates, у них талант, у рекрутеров талант загнать тебя в очень-очень сложную ситуацию, когда ты понимаешь, что у тебя нет ответа на данный вопрос, но нет такого варианта, как сказать «не знаю» или замолчать, потому что если вы так сделаете, это значит, что вы работу не получите. Надо выкручиваться на месте, поэтому, конечно, да, можно подготовить заранее ответы на вопросы, кем ты себя видишь через 5 лет, твои слабые и сильные стороны, но они очень сильно проходятся по опыту работы и по
примерам с работы, по примерам каких-то чрезвычайных ситуаций, по примерам жалоб, по примерам конфликтов с коллегами или руководством, меня загнал очень сильно вопрос в тупик по поводу чрезвычайной, скажем так, ситуации на работе, потому что у меня просто не было такого примера. И она сказала, ну, там пожары, может быть, какие-то были, наводнения, и я просто понимаю, что ничего такого не было, и мне надо было на ходу придумать историю. Я начала чесать просто какую-то несуразную дичь. Если она когда-то работала в отелях, она поймет, что, ну, так просто не бывает, но я выдумывала какую-то историю на ходу. И, судя по всему, это прокатило, потому что в итоге я получила работу. Касательно этапа Golden Call, как мы его называем, золотой звонок в переводе, звучит очень странно. Дни тянулись просто мучительно. Наша заявка на сайте висела с определенным статусом. И каждый день мы этот статус мониторили, ну я, по крайней мере, каждый день его мониторила, потому что если статус меняется, это значит, что вас или взяли, или не взяли. Есть определенные статусы, например, Joining Formalities in Progress. Это значит, что уже начинается этап подготовки вашего приезда, и вскоре вам позвонят. Я была одна из последних, кому позвонили. Реально, сначала пришли unsuccessful mails, потом пошли golden call'ы. Мы все с девочками собрали группу ВКонтакте, постоянно переписывались, постоянно держали руку на пульсе, у кого что, как там происходит. Нас было где-то 20 человек. И осталось из нашей группы только 2 девочки, это я и еще одна девочка, и нам не ответили. И мне кажется, что в какой-то момент я уже просто забила чекать тот статус и жила свою жизнь, ходила на работу. И в какой-то момент мне звонят с международного номера, я хватаю трубку, и мне кажется просто, что я не понимала, что мне говорят, я была в таком шоке. Мне сказали, что меня берут, дали date of joining, это дата, когда вы будете лететь в Дубай. И я, конечно, была на 7-м небе от счастья. Началась моя подготовка к переезду в Дубай. Это у меня вытянуло немало, кстати, сил. Но я безумно благодарна этому опыту. Ну а на сегодня все. Я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. А мы с вами встретимся очень скоро. Пока!